пасмурную погоду стоит вспомнить про витамин D, ведь дефицит витамина D – это явление, которое затрагивает до 1 миллиарда человек на Земле. Открыли его в 1914 году, и так как это был 4-й по счету открытый учеными витамин, его назвали 4-й буквой латинского алфавита – D. И это открытие позволило решить серьезную проблему того времени – проблему детского рахита. Многие из вас наверняка знают, что витамин D в первую очередь способствует усвоению кальция и фосфора в тонком кишечнике. Но это далеко не все его преимущества. Этот витамин играет огромную роль в защите нашего здоровья, так как хронический дефицит витамина D связан с риском развития различных заболеваний. Очень важно контролировать его уровень, чтобы поддерживать здоровье костей, нервов, мышечных функций, и это не весь список. А давайте выясним, какие еще преимущества есть у витамина D и сколько витамина D нужно именно вам. Посмотрев это видео, вы будете знать не только про преимущества этого витамина, но и про основные способы, как получить витамин D, вы тоже узнаете. Ну а если вы досмотрите ролик до конца, вы узнаете о том, в каких продуктах содержится витамин D. Так что присаживайтесь поудобнее, я вам сейчас все расскажу. И очень надеюсь, что вам будет интересно и полезно. Ну что, поехали? Кстати, друзья, присоединяйтесь к нашему движению. Подпишитесь на канал LifeSmart, если вы еще этого не сделали. Так вы сможете получать еще больше полезной и интересной информации. Обязательно делитесь этим видео с близкими, им тоже может быть это полезно. На колокольчик также нажмите, чтобы вы не пропускали мои новые видео. Вот 6 преимуществ витамина D. Первое. Улучшает всасывание кальция и фосфора в тонком кишечнике. Второе. Улучшает здоровье костей. Третье. Снижает вероятность сердечного приступа. Четвертое. Снижает риск возникновения нескольких хронических заболеваний. Пятое. Помогает в лечении астмы. Шестое. Улучшает наше настроение. Теперь разберемся во всем по порядку. Итак, основная функция витамина D – это улучшение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике. Действительно, достаточный уровень витамина D в крови обеспечивает всасывание кальция в тонком кишечнике. И это очень важно. Кальций должен впитываться из пищи в тонком кишечнике. Затем он попадет в кровоток, где он помогает нашему организму в строительстве костей и работы кровеносных сосудов. А также он важен для мышц и нервов. Улучшение здоровья костей. Как мы только что выяснили, витамин D обеспечивает всасывание кальция и фосфора в желудочно-кишечном тракте и может помочь предотвратить такую болезнь, как остеопороз. Остеопороз вызывает ослабление или ломкость костей. Соответственно, если уровень витамина D в норме, то он может увеличивать плотность наших костей. Витамин D снижает риск сердечных заболеваний и гипертонии. Исследования 2020 года, опубликованные в журнале «Научные отчеты», показывают, что для людей с дефицитом витамина D прием добавок этого активного вещества положительно влиял на уровень диастолического артериального давления и концентрацию паратиреоидных гормонов по сравнению с людьми из другой контрольной группы. Таким образом, витамин D стали чаще рекомендовать для использования в качестве дополнительной терапии к стандартному лечению пациентов с ишемической болезнью сердца. Исследования предыдущих лет также показывают, что витамин D может помочь снизить риск гипертонии и общей смертности, но влияние добавок витамина D на смертность до конца не подтверждено. Снижение вероятности возникновения нескольких хронических заболеваний. Есть исследования 2017 года. Они опубликованы в журнале «Болезни старости». Что же мы можем из них подчеркнуть? Так вот, оказывается, дефицит витамина D связан с несколькими хроническими заболеваниями, такими как рак, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, а также нарушение работы иммунной системы. Здоровый уровень витамина D помогает регулировать и контролировать уровень сахара в крови у людей, страдающих диабетом или находящихся в группе риска. Лечение астмы. Согласно исследованию, проведенному в 2017 году и опубликованному в журнале медицинских наук, витамин D действительно может быть эффективным в качестве дополнительной терапии для уменьшения приступов астмы. Улучшение настроения. В одном исследовании, известном под названием «Солнечное», участвовали 50 женщин с диабетом 2 типа и тяжелой депрессией, большинство из которых в начале исследования имели дефицит витамина D. Это исследование показало, что употребление добавок витамина D помогало улучшить депрессивные симптомы у женщин с диабетом 2 типа, хотя и не было контрольной группы, с которой можно было бы их сравнить. Способы получить витамин D. Витамин D можно получить из еды, которую мы едим. Вот продукты, которые являются хорошим источником витамина D. Лесные грибы, лосось, сардины и другая жирная рыба, печень трески,
жирные и молочные продукты, богатые витамином D, яичный желток. Друзья, вы должны понимать, в продуктах этого витамина немного. Чтобы организму получить, к примеру, 400 международных единиц, то есть около половины суточной нормы витамина D, ему потребуется съесть приблизительно 20 куриных желтков. Много как-то, согласитесь. Поэтому принято считать, что среднестатистическому человеку питание в принципе не может полностью обеспечить его потребности в витамине D. Еще один способ получить витамин D – это пребывание на солнце, так как этот витамин вырабатывается в нашей коже под воздействием солнечного света. Но помните, чрезмерное нахождение на солнце опасно и может вызвать рак кожи. Нужно выбирать правильное время и обратить внимание на другие аспекты, такие как цвет вашей кожи, география проживания, крем для загара, погода, загрязненность воздуха, одежда, много факторов. И зимой, конечно, не так много солнечного света, и многие люди чувствуют себя более тревожными и подавленными именно в зимний период, что отчасти может быть результатом низкого уровня витамина D. Именно поэтому так важно следить за его здоровым уровнем. Добавки и препараты. Если у вас есть малейшие подозрения, обратитесь к вашему лечащему врачу. Обсудите это, ведь с помощью любой современной лаборатории вы можете определить уровень витамина D и узнать, есть ли у вас дефицит или риск дефицита витамина D, или его нет и можно не беспокоиться. Врач все проанализирует, ваш образ жизни, питание, пребывание на солнце и лабораторные данные, и скажет, нужны ли вам добавки или препараты витамина D или нет, сколько витамина D нужно употреблять. Рекомендуемый уровень употребления витамина D как для мужчин, так и для женщин в возрасте от 18 до 50 лет одинаковый и составляет 600-800 международных единиц. Мужчины и женщины старше 50 лет должны потреблять от 800 до 1000 единиц. И вы должны знать, высокие дозы витамина D могут быть небезопасны. Это общие цифры и рекомендации, так как люди живут в разных местах. Кому-то недоступна, например, жирная рыба, где-то слишком мало солнца, а в других местах могут быть другие факторы. Также и здоровье у всех разное. К примеру, у пожилых людей чаще бывает дефицит витамина D, поэтому им нужно его немного больше. Скорее всего, это потому, что они не так часто выходят на улицу для прогулок и солнечного света. Да и с возрастом выработка витамина D в коже становится не такой эффективной. А сейчас я рекомендую вам посмотреть еще одно мое видео, посмотрев которое вы узнаете, как такой гормон, как дофамин, управляет нашим настроением. Чем можно восполнить этот гормон счастья? Думаю, этот ролик отлично дополнит то, о чем мы говорили в этом видео. Это очень любопытно, так что обязательно его посмотрите. Ссылочку я оставил в описании. Друзья, понравилось видео? Поддержите его лайком и подписывайтесь на канал LifeSmart, чтобы получать еще больше полезной информации. До встречи на других моих видео. Пока-пока.